Вобла особого назначения. В жизни каждого человека-мужчины вобла занимает особое место. Ни икра, ни омары и даже не креветки. Именно она в минуты душевного расстройства или приятного релакса способна подсоединить к замечательному напитку пиву свои уникальные качества закуски, которые наилучшим образом способствуют усвоению пивных нарративов телом и душой. Но об этом знают практически все любители пенного напитка и хорошей компании. А вот что смогла сделать всего одна рыбка такой породы, ведают только единицы. Пришла пора раскрыть сведения о том подвиге, который она совершила. Так начала свой рассказ, умудренная опытом нелегального плавания в Черном море, вобла, ведущая курс Каспийско-патриотической работы в Академии подводной разведки. Сегодня она выступала перед мальками-новобранцами, среди которых были разные породы, обитающие в Каспийском рыбном государстве. Тут, гордо виляя плавниками, стояли мальки ценных осетровых пород, глядя на всех остальных свысока. Еще бы! Им была уготовлена участь дипломатических приемов, дорогих презентаций, международных выставок и фуршет. Немного в отдалении пускали пузыри мальки морской сельди, переглядываясь между собой и подмигивая каспийским стройным килечкам, которым, скорее всего, придется всю свою жизнь приносить пользу в банках. Особняком гордо стояли мальки особо ценной белорыбицы. Их всех отобрали среди многообразия каспийской ихтиофауны, и вот теперь они проходили специальную подготовку. «Многие люди полагают, что рыба не разговаривает», — продолжала ведущая. «Даже есть такая поговорка среди людей — молчит, как рыба. Но вы же сами знаете, что это не так. Рыба общается между собой, используя различные возможности своего организма. Да, с людьми они разговаривать не могут, но слышать и слушать, что они говорят, почему бы и нет. То, что я сейчас вам расскажу, мне поведала одна аквариумная золотая рыбка, которая подслушала разговор двух бывших разведчиков. Одна из них – молодая женщина. Она недавно вернулась из Европы, где долгое время работала под прикрытием. Ее имя было Мария, а собеседник называл по-своему – Мэри. И вот она-то и рассказала удивительную историю, как наша воспитанница вобла особого назначения фактически спасла ее от попадания в руки вражеской контрразведки, приняв весь удар на себя. Вот ее рассказ. Дело было так. Мне пришло указание из центра через тайник. Я должна восстановить связь с одним из наших разведчиков-нелегалов, которая оборвалась какое-то время назад. И были даны условия запасного канала связи по условиям явки. Место, время, опознавательные признаки, пароль и отзыв. Каждую третью субботу в каждом месяце наш человек должен был ждать связняка с 16 до 17 часов в пивном баре, расположенном недалеко от храма Святого Семейства. В качестве опознавательного признака была выбрана такая конструкция. На столе перед ним должна лежать завернутая в местную газету рыба, голова которой должна выглядывать из свертка по направлению к сидящему человеку. Пароль. Вы любите пить пиво с вяленым дорадо? Отзыв. Сеньора, вы ошиблись. Это не дорадо, а каспийская вобла. Ключевые слова в пароле. Вяленая дорадо. В отзыве. Дорадо и каспийская вобла. Другие всякие комбинации – это сигнал опасности. Быстро, под благовидным предлогом уходить и сразу принять срочные меры безопасности, вплоть до выезда из страны по экстренному каналу. Надо сказать, что пароль и отзыв были довольно странными, но центру, похоже, было виднее. Вяленая вобла – традиционная русская закуска к пиву. Наверняка каждому жителю России известен знакомый вкус и запах вяленой воблы, перед которыми не сможет никто устоять. Сколько есть на свете рыб, но с воблой никто не сравнится для русского человека. Я никогда не слышал от русского человека ничего про вяленую дорадо, хотя такой способ ее приготовления известен. Видимо, и это было основанием для выбора такой парольной пары. Я не знала и не должна была знать, с кем я встречаюсь. На то и встреча по условиям явки. Кто пришел,
пароль назвал, с тем я и вступаю в контакт. Так вот, прихожу я в обусловленное время, в обусловленное место, вхожу в бар и вижу, за дальним столиком в полумраке сидит ко мне боком мужчина в одежде в стиле casual, и перед ним завернутая в газету рыба. Ее голова, как и было обусловлено, повернута к сидящему. Было ощущение, что он с ней разговаривает, не обращая внимания ни на кого вокруг. Рядом был свободный столик, к которому я и направился, делая вид, что сидящий человек не вызвал меня никакого интереса. Но и краем глаза я следил за ним. И вот когда из полумрака вышло его лицо, меня как током ударило. Это был Макс! Макс, с которым мы встречались ранее при весьма пикантных обстоятельствах. Когда его взгляд сфокусировался на мне, в его глазах было совершеннейшее изумление. Видимо, он не мог даже предположить, что встретит меня тут. Когда мы встречались с ним ранее, он полагал, что я работаю в английской разведке. Но не знал, что на самом деле я была давней сотрудницей советской нелегальной разведки. Потому-то и было у Макса столь сильное изумление. Ну и я не знал, кто на самом деле был Макс. Тем не менее, он вида не подал, что мы знакомы, и продолжил пить пиво очень маленькими глотками. Похоже, он лихорадочно обдумывал возникшую ситуацию. Я села за свой столик, подозвала официанта, заказала кружку пива, достала из пачки сигарету, сделала вид, что ищу, не нахожу зажигалку. И обратилась к Максу по-испански. «Не поможет ли мне сеньор вместо огоньком?» Макс кивнул, достал зажигалку. Я стала прикуривать, и в этот момент спросила, глядя в глаза: «Не ему, рыбе?» «Похоже на вяленую дораду, не так ли, сеньор?» В надежде услышать правильный отзыв. Но не тут-то было. Макс повернул газету головой ко мне и ответил: «Это вобла. Вобла особого значения». Не было в его отзыве слова «дорадо». И рыбе голова повернута. Все, достаточно. Я поняла, он дал сигнал опасности. Я произнесла: «Извините, эти рыбы так похожи». Отвернулась, допила свою кружку и медленно вышла из бара. Проходя к выходу, я заметила в разных концах бара двух подозрительных мужчин, которые из-под следили за мной. И один даже щелкнул по направлению ко мне Ронсона, якобы зажигая сигарету. Провал. Надо было срочно уходить. А точнее бежать из страны. В голове крутилось лицо Макса, его глаза, его взгляд, когда я встала и пошла к выходу. И было понятно, что они не простят такое. В тот же вечер сотрудник дипмиссии вывез меня в багажник своей машины с дипломатическими номерами через границу. Вот так вобла особого назначения спасла меня. Благодаря Максу. Закончила свой рассказ Мария. Вздохнула, закурила. Налила в рюмку водки и сдал по бутылку. Налила в кружку пива, пододвинула ее своему собеседнику и спросила: «Вобл будет?» Вот так наша соотечественница своим фактическим подвигом, уже будучи растерзанной, без защитной чешуи, без жестко вырванного воздушного пузыря, спасла женщину. И тем самым помогла нашей любимой родной акватории занять достойное место среди прочих водных пространств. И даже самое синее Черное море со своими тараньками при всей своей глубине и ширине не смогло с нами, каспийцами, соревноваться.